сегодняшний рынок недвижимости, он был похож именно на этот Tinder, да, то есть людям показывали фотографии, и люди на основании фотографий вступали в отношения. Всплыл ряд таких моментов, когда людям, вдруг стало известно, что надо получать ряд разрешений. Тоже важно понимать инвесторам, которые инвестируют, как вообще с точки зрения защиты их юридической, что у них на самом деле есть. Блин, как же это правильно-то сказать? Вот это капец. Да, сегодняшняя тема больше всего будет интересна инвесторам и непосредственно тем инвесторам, которые рассматривают для себя вообще Индонезию и Бали, и в частности недвижимость Бали как место вложений и работы своих инвестиций. Сегодня эта тема максимально, наверное, острая с учетом последних событий на острове. Несколько последних недель показали большое количество случаев, когда инвестора оказались незащищенными в тех ситуациях, которые происходят. То есть произошли массовые проверки застройщиков, произошли выдача подозрений некоторым из застройщиков и открытие уголовных дел. И это все очень сильно создало напряжение в области инвестиций на Бали. Я хотел бы сегодня порассуждать вообще насчет того, как я и что я об этом думаю. Начать с самого простого – это юридическая безопасность. Мне кажется, что со всех открытых каналов, реклам и так далее до сегодняшнего дня и до вообще возникновения всех этих случаев звучали призывы проверять юридическую чистоту сделки. Все застройщики говорили, что у нас все хорошо. Все риэлторы и агентства говорили, что мы это проверяем. И тем не менее, вот текущая ситуация показала, что эти слова у многих очень сильно расходятся с делом. Понятно, что единственное, кто может помочь проверке всей юридической чистоты документов, это грамотные юристы и нотариусы. И важно очень помнить, те, кто живет на Бали, те, кто пробовал здесь общаться с нотариусами, с юристами, и все, кто это пробовал, сходятся в одном, что после похода к 5 разным нотариусам на руках у вас будет 5 разных мнений, которые между собой будут пересекаться только отчасти, а отчасти будут друг другу противоречить. Вот такова реальность проверок местными нотариусами существующих сделок, поэтому важно инвесторам это очень хорошо понимать, и важно инвесторам уметь искать тех нотариусов и тех юристов, которые могут действительно помочь вам сделать грамотный due deal, грамотную проверку. Что это означает? Это означает, что по результату в идеале вы должны получить документ, в левом столбце которого должны числиться данные о том, соответствуют или не соответствуют, а в правой стороне должны быть номера, пункты законов, по которым они делали эту проверку. Только такой документ действительно стоит рассматривать в текущих реалиях и в текущей ситуации, но важно также помнить, что чтобы найти того нотариуса, того юриста, который такой вам документ сделает, вам придется потратить большое количество времени. Поэтому в текущей ситуации вперед выходит второй принцип инвестирования, то, что инвесторы грамотные, как правило, инвестируют не в бизнес и даже не в идею, а инвестируют в людей и в команду. Да? Поэтому очень сейчас важно иметь возможность
видеть и слушать и общаться с теми людьми, которые здесь и сейчас на Бали представляют ваши интересы, в компании, в которых вы вкладываете свои деньги. И суть в следующем. Люди инвестируют в людей. Да? То есть, если большая компания, если компания имеет какой-то размытую какую-то идею, кто они и что они, непонятно, кто за этой компанией стоит, то или нету возможности с этим человеком напрямую пообщаться и понять, какие у него ценности, как он мыслит, как он реагирует на вопросы, там, споймал он звезду или нет, делает он этот бизнес ради того, чтобы только озолотиться, или у него есть какая-то цель, кто с этим человеком рядом и так далее. Да? То есть, когда люди с большими деньгами выбирают место для инвестиций, это можно сравнить с тем, как люди выбирают себе партнера для жизни. Да, то есть в Тиндере по фотографии с девушкой можно, конечно, познакомиться, но только пообщавшись с ней лично и поняв, что, да, или с парнем, да, можно понять, ты можешь с этим человеком строить отношения или нет. Да. Фотографии недостаточно, фотографии достаточно для интереса. Так вот, как бы сегодняшний рынок недвижимости, он был похож именно на этот Tinder, да, то есть людям показывали фотографии, и люди на основании фотографий вступали в отношения. Я считаю, что период этот подошел к своему, как бы, может быть, не к концу, но как минимум снижению, и сейчас будет в первую очередь все-таки желание познакомиться инвесторам с создателями бизнесов, с хозяевами, кто это создает, для чего, понять, что за ними, да, и вложение денег пойдет в такие проекты, где будет четко и понятно, кто за этим. Я обращаюсь к людям, которые рассматривают возможность инвестиций на Бали, сектор недвижимости, да, и я хочу сказать, что я открыт к общению, открыт к любым вопросам, обсуждениям и поиску вариантов, которые будут интересны для обеих сторон. Поэтому, если у вас есть какие бы это ни было идеи, желания, если для вас интересен Бали, Индонезия, если для вас интересна сфера недвижимости, и вы рассматриваете эти части как место вложения своих инвестиций, пожалуйста, обращайтесь, буду рад с вами пообщаться. Едем дальше по поводу того, допустим, вы как грамотный инвестор разобрались со всеми нюансами, сделали проверку, сделали due deal, у вас на руках появился документ о том, что компания в порядке, о том, что земля, на которой они строят, в порядке, у компании или есть разрешение необходимое, или они в процессе их получения, вот, и приняли решение для себя двигаться дальше. Небольшое отступление, да, сейчас, когда начались проверки, да, выяснилось для многих застройщиков следующая ситуация, что для них вдруг оказалось, что есть необходимость получения документа, который называется АМДАЛ для проектов больше 10 тысяч метров квадратных, и срок получения которого составляет около года. Да, для некоторых выяснилось, что нужны еще ряд каких-то документов для того, чтобы легально вести деятельность и бизнес. Вот, и, к сожалению, многие юристы, нотариусы и прочие люди, которые давали консультации этим застройщикам, говорили, что это либо не обязательно раньше, либо говорили, что вы это сделаете потом, либо вообще умалчивали о том, что необходимость таких документов существует. И сегодня ряд застройщиков столкнулось с такими вопросами, и, соответственно, инвесторы, которые инвестировали в эти проекты, точно так же столкнулись с этими вопросами. Вот. Что, в свою очередь, делает
срок вложения инвестиций более длительным и, соответственно, уменьшает доходность капитала.